Всем привет! 30 октября 2021 года, Минская область, Пуховический район. У меня здесь на даче на сегодняшний момент все, естественно, уже подготовлено к финишной обрезке. Наверное, сегодня и займусь этим потиху. И у меня был здесь один саженец, подарок не святая, который категорически не хотел меня вызревать. В общем, у него единственный лист был еще живой, потому что пригнут к земле, практически в траве потерялся. И давайте посмотрим, все-таки вызрел этот куст молодой или нет, потому что он категорически не хотел вызревать. Вот что я с ним только не делал. Калием кормил, по листу, под корень. Ему было абсолютно пофигу, что я с ним только не делал. Смотрим на сегодня. Значит, меня здесь не было 2 недели. Как видим, лист уже весь померз. Но он долго держался. 2 недели назад он был живой. Ну, я не знаю, когда он тут померз. Буквально, может, неделю назад. Может, на днях. Кто его знает. Потому что заморозки каждую ночь. В общем, вот так выглядит этот кустик. Я его садил 2-леткой. Видите, он здесь в траве тут потерялся. Вот лежит побег. Лист уже тоже весь пожух. И смотрите, что на сегодня. На сегодняшний день лоза у меня вызрела. Мне достаточно хотя бы пару почек. Но у меня вызрела 1, 2, 3, 4. Ну, наверное, 5. Ну, даже если 2-3, это уже хорошо. Я все равно обрежу где-то на 3. Мне больше не надо. Один побег и второй побег. Смотрим. Ну ладно, этот от пасынка не считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ну, 8 уже так себе. В общем, по-моему, отлично. Я, честно говоря, переживал, что он вообще не вызреет. Что у меня даже на обратный рост ничего не будет. Не, ну с корней, конечно, что-нибудь бы все равно выдало, но хотелось бы, чтобы все-таки пару почек вызрело. Я, честно говоря, не ожидал, что этот сорт довольно такой стрёмный в плане вызревания лозы. Я знаю, у многих даже в теплице он вообще не вызрел. Листа уже нет у людей, и лоза вообще зеленючая так и осталась. В общем, я этот как-то все-таки умудрился спасти. Так что вот смотрите, на сегодняшний момент лоза вызрела. Значит, что я делал? По листу, естественно, все как и везде: монофосфат калия, серно-кислый калий. Под корень у самых проблемных сортов я давал от 30 до 60 грамм под корень серно-кислого калия. Последний раз вот я давал 60, дал 60 грамм на 10 литров воды. И последний раз, 2 недели назад, дал еще раз 60 грамм на 10 литров воды. И думаю, ну будь что будет, все. Я уже плюнул на него, что с ним будет. В общем, результатом, в принципе, на сегодня я доволен. Но сорт все-таки проблемный, хотя я видел, у многих он и плодоносит, и все нормально. Ну, год такой, холодный, дождливый, как бы ничего не поделаешь. Ну, что есть, то есть. В общем, закармливал я его калием по полной. 60 грамм, ну, больше не хотел уже слишком засаливать почву. Вот по 60 грамм на 10 литров воды давал. Но так как саженец все-таки молодой, я делал дозировку. Я давал 30 грамм на 5 литров воды, чтобы сильно уже не заливать. Потому что все-таки для вызревания лозы нужно, чтобы почва была по суше. А у нас с дождями и так все было в порядке. Заливало по полной. Ну, в общем, получилось. Это уже хорошо. В общем, благо, что спас от заморозков. И у него был какой-то запас по времени. Ну и вот смотрите, конец октября, уже практически ноябрь, начало ноября. Вот только-только сейчас он вызрел. Ну, я надеюсь, все-таки это, так сказать, ошибки молодости. Я думаю, он исправится. Потому что я о нем, кстати, такого никогда не слышал, что у него такие проблемы. Ну, посмотрим. Будем надеяться, что это косяк этого года. Именно такой холодный год у нас подкачал. Потому что такого холодного года я не припомню. Чтобы и весна была холодная, и осень была холодная, и август был холодный, дождливый. Поэтому будем надеяться, что все-таки с запасом многолетней древесины, когда он обрастет и повзрослеет, я думаю, ситуация у него улучшится. Будем надеяться, в общем. В общем, я его чикнул. Смотрите, все-таки я чикнул его буквально на 3 почки. Этот на 2 почки. В общем, лоза, вот смотрите. Лоза на хруст, она еле-еле хрустит. В общем, в любом случае, запаса никак не получилось, но хоть на пару почек уже есть, то хорошо. Ну и так как он все-таки уже 2-летка, там у него в любом случае какой-то запас почек есть. Если вдруг эти все-таки оказались не вызревшими, ну, бог с ним, оно все равно
Там есть откуда ему прорасти. Лоза не очень толстая, но, наверное, нагружать не буду. Если даже сигналки даст, наверное, пока не буду его перегружать, раз у него такие проблемы в следующем году. Дам возможность ему все-таки развиться нормально. И про этот сорт у меня потом будет еще видео, у меня заготовлено. Мне товарищ прислал, как у него себя он ведет, как выглядят грозди. Это будет потом. У меня есть какие-то заготовочки. В общем, в течение зимы буду потиху что-то еще выкладывать. Кому видео полезно, ставим лайк, подписываемся на канал, создаем активность на канале. YouTube, когда есть активность на канале, он продвигает видео в топ, в рекомендованные. А активность — это значит лайк или дизлайк и обязательно комментарии. Чем больше комментариев, тем больше активности, тем лучше YouTube продвигает. И, кстати, народ, особо, когда смотрите видео, старайтесь не проматывать, потому что, когда вы проматываете, вы просто теряете информацию. У меня видео, в принципе, не такие длинные, чтобы их проматывать. Ну, на этом все. Всем пока.